Здравствуйте, дорогие и любимые мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю расклад на 4 королей и посмотрим его мысли, чувства и действия, да, на данный момент. Онлайн-расклады все на ближайшее время. Итак, давайте посмотрим, как обычно, преддиагностику, в каком состоянии находится ваш мужчина. Вы можете его закатывать по стихиям, а можете так, как вам близко из преддиагностики, потому что ваша интуиция обязательно возьмет только то, что вам необходимо и полезно. Ну, давайте посмотрим. Так, вверх ногами получается у нас тут. И вышел мужчина огненной стихии прежде всего. У него сейчас происходит разрушение. Да? У него, может быть, вот он чувствовал себя в комфорте, и у него все было хорошо, но сейчас он чувствует, что как бы все отвернулось от него. У него происходит что-то, рушится в его жизни. Может быть, финансы, да? Может быть, любовь, что-то разрушается. Вот такой вот момент у него сейчас. Следующий король – это король мечей. У короля мечей где-то он пытается сейчас найти баланс в своей жизни. Может быть, даже он думает о каких-то дальних горизонтах, но, знаете, от чего-то воздерживается. Воздерживается, может быть, от того, чтобы куда-то отправиться, хотя хочется. Может быть, он хочет побыть наедине с собой для того, чтобы обрести равновесие. У некоторых мужчин здесь он хочет что-то завершить в своей жизни, какой-то определенный этап в своей жизни, который он понимает, что он уходит уже. Тоже вот такой момент. Это король воздушной стихии. Так. Два короля, у которых, видимо, события в большей степени сейчас проигрываются. Остальные два короля, наверное, не так у них сейчас все скрываются, да. Ну, я имею в виду, где-то закрываются, да. А вот этот мужчина сидит и терзается, у него какие-то переживания могут быть по поводу того, что что-то не получается, либо в профессиональной деятельности, либо просто вот, ну, сейчас разбит, не знает, в какую сторону ему идти, да, может быть, это как раз касается профессиональной деятельности. Он не знает, он сейчас просто вот никуда не смотрит, ничего не делает, он сейчас просто погружен в себя. И еще один король, король чаш. Так, ну, король чаш, конечно, сейчас вообще он думает о серьезных отношениях. Может, у кого-то нужно ему сделать выбор, а у некоторых он просто уже готов для вывода ваших отношений на новый уровень, на более серьезный. А у некоторых он просто, ну, как говорится, раздумывает, в какую сторону ему идти. В сторону любви, да. Может быть, эта любовь не такая простая, но вот ему, конечно, хочется идти в эту сторону. Пока вот такое состояние у него, что нужно принимать какое-то решение. Может быть, он с кем-то консультируется, кому-то обращается за советом, да, такой вот тоже, может быть, к психологу. Но сейчас он в процессе раздумий. Любовь у него есть. Любовь у него есть, возможно, к вам, да. Мы посмотрим дальше, что он нам расскажет. Можете смотреть того короля, который вам кажется близким.
Итак, давайте посмотрим мысли короля огненной стихии о вас сегодня. Что он расскажет нам? Любовь. Здесь любовь. Здесь то, что он вас любит, конечно же. Ну и он хотел бы серьезных отношений, хотел бы предложить вам руку и сердце. Он думает о вас, что вы человек, который ему по судьбе, который понимает его с полуслова, да, и он хотел бы, во-первых, он и чувствует к вам страсть, и, во-вторых, он готов отправиться с вами, бросить все и отправиться с вами в долгий путь. Он вот думает, все, я пойду с этой женщиной, брошу все и пойду с этой женщиной. Так, давайте дальше посмотрим его чувства. Боится он чего-то, боится перемен, которые, вот, возможно, произойдут, если вы будете вместе. Что-то есть такое в его жизни, чего он боится. Но сила любви, сила духа его, она обязательно победит. Обязательно он будет делать шаги в сторону своих чувств, в сторону своей любви. Может быть, у кого-то вы скоро узнаете или получите какое-то сообщение от него. Возможно, что-то изменится резко, да? Может быть, он сделает вам предложение. У всех по-разному. Ну и давайте посмотрим его действия. Ну, у него есть перед кем-то обязательства, здесь карты показывают, и он уже устал от того, что ему нужно метаться, может быть, меж трех огней, как говорится, да. Вот, он понимает, что он хочет идти и быть любимым человеком здесь. Вот сегодня так я вижу это. Он хотел бы поступить по достоинству, он хотел бы перемен, связанных с материальными какими-то вещами. Да? Может быть, у него сейчас еще недостаточно каких-то возможностей, но он будет идти для того, чтобы изменить эту ситуацию. Здесь где-то вот перед кем он имеет обязательства, как вот я вижу, да, они просто не дают ему какой-то возможности для того, чтобы все, я иду в новом направлении, я иду в путь со своей любимой женщиной, и вот сейчас у него действия будут направлены на то, чтобы он менял что-то в своей жизни. Может быть, какие-то ценности, может быть, что-то он будет менять, то, что вот как, например, перед тем, у кого были обязательства, у него, может быть, он там что-то будет по-другому сейчас все разруливать, да, ну я уж такими простыми словами, вот. Но он понимает, что идти нужно к любви. К любви. Ну, давайте совет возьмем. И совет нам тоже говорит, что нужно найти в себе силы, найти в себе возможности идти к светлым переменам в своей жизни. Этот совет как для него, так и для вас. Да? Несмотря ни на что, идите в сторону того, где вам хорошо и где чувствуется любовь. Любовь – это энергетика света, поэтому если вы идете к этой энергетике, у вас всегда все будет хорошо. Давайте дальше посмотрим. Следующий король – это король воздушной стихии, и мы посмотрим его мысли о вас сегодня. Так, ну что ж, здесь, конечно, есть страхи. Он хочет сейчас освободиться от того, что, ну, от каких-то переживаний в его жизни, от того, что он боялся, что что-то не заработает, что-то не получится в финансовой сфере, что не будет много контрактов, что не будет много клиентов. Да? Он сейчас вообще хочет от этого всего, вот это его пугает. Но тем не менее он готов отправиться к вам навстречу в сторону своей мечты, в сторону своей любви. Да? Он готов отправиться навстречу к этому, несмотря на те трудности, которые есть в его жизни. Здесь вот мысли его достаточно благородные. Да?
по поводу вас, но есть проблемы, связанные, видимо, или с финансами, или с работой. Так, давайте посмотрим чувства его к вам. Чувства его очень высокие. Он вас очень уважает, очень ценит. Он считает, что должны быть какие-то такие обстоятельства, которые должен быть тот баланс, который поможет сохранить ваши чувства друг с другом, потому что он считает, что они очень даже светлые, и на самом деле любовь между вами есть. И не только, допустим, там физическая какая-то, но и духовная. Он ждет, что все будет хорошо. Вот он хочет этого, да, у него чувство, что из любой ситуации вы выберетесь, все у вас будет хорошо. Нужно только поддерживать определенный баланс и не стремиться, например, резко изменить свою жизнь, ну, вот такого плана. Конечно, есть у него страхи по поводу того, что вдруг он не справится с какими-то изменениями в жизни, которые могут быть, да? Но, тем не менее, он чувствует, что все он делает правильно, что ведет себя правильно, и все поэтому должно быть хорошо. Давайте действия посмотрим. Действия у него, знаете, в принципе хорошие. Он как тот человек, как врачеватель, который может исцелить любой негатив, да, любой негатив в его жизни или в вашей жизни. То есть он может залечить раны. Если что-то не получается или есть какие-то проблемы, он может сгладить эту ситуацию. Вот мне такой мужчина сейчас видится. Здесь, конечно, могут быть проблемы, связанные с родственниками, да, вот переживания, что-то вот в родственных связях может разбивать ему сердце. Но он понимает, что он сможет исцелить вот эту энергию. Он не будет сильно, ну, как говорится, впадать в вот этот негатив. Он сможет из этого выбраться. Здесь карты мне говорят о достаточно сильном человеке, который даже несмотря на какие-то сложности, трудности, он может вот самоисцеляться. Вот так вот. И давайте я совет возьму. Совет для него, для вас. Карты говорят, конечно же, об отношениях, о том, что у вас есть уже опыт, который вам поможет справиться с теми обстоятельствами, которые, может быть, есть не очень хорошие в жизни. И вот эта вот карта мне говорит и дает совет не только для вас, но и для него, что этот мужчина сможет благодаря своему опыту, благодаря своей силе изменить ситуацию в жизни и в ваших отношениях тоже. Так, давайте дальше. Король Пентаклей, король земной стихии. Спросим у него его мысли о вас сегодня. Здесь этот король думает об обязанностях перед кем-то, да, может быть, у него есть обязанности перед детьми, может быть, перед вами, да, вот перед вашими детьми. Но здесь вот он думает об этом, о том, что он хочет как бы поступать по правильному, по его мнению, да, выполнить все свои обязательства и перед вами или перед кем-то еще. Мысли у него вот такие. Какие у него чувства к вам? Здесь чувства идут по дьяволу. Это карты говорят о несвободности в отношениях, о том, что
есть ограничения в ваших отношениях, и он это чувствует. В то же время он чувствует, что его к вам тянет, что между вами есть определенная связь, да. Связана она может быть с детьми также, да, и возможно, он ограничен в чем-то, ограничен в том, что не может отправиться в новый путь какой-то, да. То есть он, может быть, хочет немножко свободы, а свободы у него нет, потому что у него есть обязательства перед вами, или, как я говорю, или еще перед кем-то. Связан он, не может идти куда-то, и это чувства у него поэтому не такие простые, так скажем. Вот. Так бы, может быть, хотел отправиться куда-то, но не может. Давайте посмотрим его действия. Ну, пока он действовать, скорее всего, не будет. Он ждет каких-то перемен. Перемен, связанные, может быть, с профессиональной деятельностью, может быть, в том, что он сейчас подождет, поразмыслит, подумает, может быть, закроется даже у некоторых, да, и спросит у себя, вот его действия будут чисто такого плана, спросит у себя, в какую сторону ему идти. Пока он не знает, и особо проявляться в каких-то действиях он не будет. Давайте совет возьмем. Совет у нас такой, что не конфликтовать, здесь карта такого как бы какого-то небольшого конфликта, да, между двумя любящими людьми. Не нужно конфликтовать, и потому что это все на самом деле не такое серьезное, да, то есть здесь вот конфликт показан такой несерьезный, небольшой, по мелочам, вот по мелочам не нужно конфликтовать, там ругаться и все такое с этим мужчиной. Ни ему, ни вам, да, вот обратите внимание. Так, ну давайте посмотрим еще одного. И еще один король, король чаш. Мы спросим у него. Ой, ой, ой. Так. Его мысли о вас сегодня. Что он о вас думает сегодня? Ох, какие мысли у него. Вообще, вот у кого в паре сейчас разрушение было, то есть вы поссорились или даже расстались, он думает о вас. Он думает и хочет помириться. Он не просто хочет помириться и изменить эту ситуацию, он хочет вам даже чем-то помочь. Вот такой момент. Давайте его чувства к вам посмотрим. Тоже дьявол выходит, да, здесь вот может быть ограничения, связанные с расстояниями, здесь могут такие быть моменты. А может быть то, что он думает, нужно завершить вот это вот какое-то ограничение, убрать из вашей жизни ограничения для того, чтобы, ну, для того, чтобы отправиться в новый путь и начать новый этап в ваших отношениях. Здесь вот карты такого плана, и сможет ли он справиться с этим дьяволом, с этими ограничениями, тут все, конечно, зависит от него. Ну, по крайней мере, мысли у него о том, чтобы то, что было разрушено, исцелить, то, что, как говорится, помочь вам чем-то, достаточно хорошее. Давайте действия его посмотрим, действия. Действия, видите, особо он не может делать, то есть ограничения, он ждет только какой-то справедливости, какого-то, ну, как бы решающего шага со стороны, может быть, тех, которые его связывают, а это здесь по этой карте мне показывают в основном родственные связи, родственные корни его в чем-то связывают, да. И ему нужно понять, нужен ли ему новый шанс, который ему дала судьба в вашем виде, в вашем лице, или нужно ли ему строить что-то, или начинать все заново. Он сейчас думает, ну, как бы его действия будут направлены на то, чтобы разрешить какую-то ситуацию, связанную с родственниками.
И тогда, возможно, он будет идти к новому шансу в ваших отношениях. Сейчас я хочу взять совет для вас и для него. Ну, смотрите, эта карта говорит, идите к переменам в ваших отношениях, в любви, да. Эта карта говорит о рыцаре чаш. То есть это он сам может быть таким рыцарем. Рыцарь — это тот, который уже поступает по-правильному, да. Это тот, который уже умеет, действует, изменяет какую-то ситуацию. В данном случае он хочет изменить ситуацию, ну, ему совет изменить ситуацию именно в чувствах, в личной жизни. Ну, так же, как и вам, возможно, у некоторых, да, у всех по-разному же может проигрываться. Бывают и треугольники, и четырехугольники, и всякие такие вот моменты. Вот. Ну, вот такой вот мужчина, и он хотел бы, ну, как бы, возможно, изменить свою жизнь, пока все будет зависеть от того, будет он справляться со своими ограничениями или нет. Вот такой расклад. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь и пишите комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.